Всем привет, привет, девочки, любимые мои, здравствуйте. Как давно я вас всех не видела, не слышала и не чувствовала, и не ощущала. Или вернее, вы, наверное, так, наверное, точнее, да? Да, у меня реально, я первый раз в жизни так, блин, за все это время сделала паузу почти целый месяц. Я не знаю, как я это выдержала, но у меня девчат, вообще не было времени, очень много работы. Такое даже состояние надо было, такое депрессивное какое-то, что все бесило, ничего не хочу делать. А чтобы связать вот это, оно должно вдохновлять. Я должна обязательно сидеть с хорошим настроением, в основном здесь, чтобы это все на вас передавалось в позитиве. Но у меня этот месяц был очень тяжелый. Он меня напрёг до блевотины. Девочки, извините, я потихонечку сказала. Ну вот, но сегодня пятница. Сегодня пятница, и у меня сегодня такое что-то настроение бодрячком. И я решила все-таки выйти к вам на всеобщее обозрение и связать с вами вот такую прелесть. Вот такую прелесть. Я связала уже таких 3 штуки, вот этих двоих, еще одного большого коричневого. Вы видели у меня на инстаграме этих медвежат. В планах я хочу связать с вами из Himalaya Baby вот таким цветом, а с немчиками я свяжу вот таким цветом из Himalaya Velvet. Почему именно 5 штук? Потому что у меня в доме здесь в наличии чуть-чуть есть пряжи, именно плюшевой пряжи различной. И ну, вот хотела испробовать каждую эту пряжу с ну, как сказать правильно? У меня язык сегодня не хочет говорить. Короче, хотела навязать медвежат из разной плюшевой пряжи, чтобы потом показать вам, как они выглядят. Вот у меня, вот, хотя никто ничего не заказывал, но вот мне захотелось. Если у кого-то будет желание, они у меня будут в наличии. Одного уже забрали, но остальные, ну, хотя я не думаю, у меня есть в планах кое-кому кое-что подарить. Вот, ну, так что посмотрим. Если вдруг у кого-то есть интерес, я могу этих вот YouTube звезд вам продать, да, если вы хотите. Вот, если вдруг кто хочет. Если нет, если они вообще будут в наличии. Это раз. Сразу, видите, как свою рекламу тут продвинула очень быстро. Не хотела, но так получилось автоматически. Вот, девчат, дальше. Что я хочу сказать по поводу медвежат. Да, схемка. Короче, вот такие вот они получаются, да, голова у них крутится, я делала ее на суставе, потом увидела у своих подписчиков на Фейсбуке у немцев, увидела я вот такие вот воротнички, мне так понравилось, я решила сделать, и думаю, да тут красота, смотри как, теперь немцы мне даже учат, не только я кого-то, но и немцы мне. Ей я тоже такой свяжу, очень красиво, мне очень понравилось, что-то такое необычное, вот. Что-то я много болтаю, а сама не знаю что. Ладно, девчат, короче, просто я рада выходные, я могу поспать завтра до 11, до 12, хотя мне дети уже тащат. Мама, поехали куда-нибудь полазим. Придется ехать завтра. Итак, девчат, схема. Это бесплатная схемка. Бесплатная схемка, она летает в интернете в свободном доступе. Итак, эту схемку, да, бесплатно переделала на свое осмотрение автор Татьяна Разуваева. Вот. Когда писали и спрашивали у нее разрешение, так она и сказала, что это бесплатные медвежата находились в интернете, автор неизвестен, и она просто эту схемку обработала, улучшила, и она реально, реально красивая. И вот реально, девочки, ей прям это удалось конкретно, потому что у медвежата такие офигенные пропорции, да, мне так он нравится, он на одном дыхании вяжется очень быстро, и мне кажется, вы забудете про всяких там медвежонок, которые там у меня где-то были, хотя они все особенно красивые, но вот это вяжется прям на одном дыхании, мне очень нравится. Ручки и ножки я делала на нитяном креплении. Голова, как я уже сказала, можно ее пришить, но я делала ее на суставе. Вывязывать здесь невозможно, потому что голова вяжется спереди, а не из шеи. Вот, ушки можно тоже ввязать. Так, ну что еще я хочу сказать? Я обязательно под видео поставлю, где вы можете скачать эту схемку. Поставлю тоже, можно сказать, автора Татьяна Разуваева под видео, тоже ссылочку на Инстаграм. У нее очень много различных всяких схемочек. И, как я уже сказала, сама основа от этих мишек, она от неизвестного автора в бесплатном доступе, но было офигенно переделано на вот именно этот результат Татьяной Разуваевой. Кстати, девочки, Разуваева, а я вообще-то Урываю. Я сегодня так смеялась, я когда посмотрела, как зовут автора, я думаю, ну надо же, сам автор Разуваева, а я иду, ну, у меня фамилия у меня как девичья, да, как говорится, ну, по отцу. У меня мама Букспаум, немка, а папа русский Урываев. И поэтому Разуваева и Урываева, это, ну,
захотелось мне это сунуть, этот момент, потому что, наверное, родственники, не знаю. Вот. Ну, огромное спасибо Татьяне за вот эту прелесть, потому что я готова 10 штук их навязать. Я знаю, что вы ждете от меня Микки Маусов и Мини Маусов, да, теперь девочку и мальчика. Все будет, девочки, все будет. Я все вам сделаю, только немножечко времени, потому что реально у меня май месяц был до такой степени тяжелым, что мне, ну вот, я вот сидела и говорю: боже ты мой, да когда ты, сволочь, закончишься? Этот месяц, он очень тяжелый был. Вот, он морально меня давил до депрессии, да, поэтому, а чтобы вязать, мне нужно вдохновение или вдохновление. Короче, или то, или другое, что-то мне было нужно, но его не было. А сегодня оно у меня есть. Сегодня прям такой энерджайзер. Я надеюсь, что эта таблетка, господи, эта батарейка у меня быстро не сядет, потому что она у меня, если сильно заряжается, то она очень резко спадает, и потом Ленке пипец. Потом Ленка будет лежать пластом. Итак, девчат, короче, с вами я буду вязать салатового цвета. Вязала я уже из этой пряжи коричневого. Я потом сделаю вам обзор отдельного видео всех этих медвежат, 5 штук, и скажу, каким крючком, какой пряжей я вязала. Это я сделаю отдельно. Вот, вязала я из такой пряжи, коричневый есть у меня. Он получается такой, ну, достаточно большой, где-то 40 сантиметров. Но он очень такой ручной, да, это не то, что там огромная игрушка и чересчур маленькая. Нет, я бы сказала, что игрушка классная получается по размеру, но не такая маленькая, как, например, вот эта. Вот, вы видите разницу, да, это рука с Himalaya Baby, это рука с Himalaya, нет, с Yarn Art Velvet. Вот, видите, да, разницу, поэтому медвежонок будет побольше. Ну, не такие... Ну, кальян, я бы его заживала. Так, тогда начнем вязать, да? Начнем вязать. Ой, я люблю эту схему. Ой, девочки, что-то я много смеюсь. Много-много. А когда Ленка много смеется, ой, реветь будет завтра. Кто-то и... Так, ладно, промолчу, не буду ничего говорить. Давайте начнем с самых таких мелких таких деталей, да, вот с этих, вот я их так не очень люблю вязать, вот с этих вот деталек таких вот начнем делать. Так, ушки, хвостик, ножки, ручки будем вязать с вами. Паузу, девочки, паузу. Итак, вяжем с вами ухи. Они вот такие вот масенькие получаются. Берем крючок номер 5. Пряжу я взяла номер 350. 2 клубка надо на этого медведя, потому что я такого уже вязала. Я знаю, 2 клубка вам кровь из носа. У меня даже, по-моему, вот честное слово, мне даже, по-моему, чуть-чуть еще не хватило, девочки. 2 и чуть-чуть еще не хватило. Кто-то там меня хочет опять по телефону. Пауза. Итак, делаем колечко амигуруми. Кстати, заметили, девочки, знаете, сейчас сколько время? Время 3 часа. 3 часа дня. Я никогда днем не вяжу. Так светло, у вас сейчас так хорошо все будет видно. Колечко амигуруми 6 столбиков вывязываем. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Вяжем ухи, да? Напоминаю. Мне кажется, я тут больше себе напоминаю, чем вам. Да что ты не хочешь-то, ага? Так хорошо все началось, а теперь начинает здесь ромашку играть. Затяну, не затяну. Ёшкин свет. Не хочешь, заставим. Ой, Ленка много ржет. Ой, получится сегодня терсулет кого-нибудь. Так, теперь что мы делаем? Прибавку 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Так, теперь, девочки, мы вяжем с вами 3 ряда без изменений, 12 столбиков. У нас сейчас здесь 12. Мы вяжем 3 ряда без изменений. Вот я связала эти 3 ряда. Теперь мы складываем вот так вот вместе, провязываем за обе стеночки. Ушки можно вязать. Я не знаю, почему я там такой длинный конец оставила, потому что я, наверное, их пришивала. Логично, в принципе, их можно ввязать. Я думаю, что мы сами их вяжем.
Так, вот такие получаются у нас маленькие локаторы. Вот так. Дальше вяжем. Что будем вязать? Давайте свяжем руки. Вот такие красавчики. Так, у меня здесь они есть. Есть. Вот они. Итак, что мы делаем? Мы берем с вами колечко амигуруми. Ой, девочки, как хорошо-то, а? Ой, как хорошо. А что так прет-то с меня энергетики? Такой прям энерджайзер. Крючок взяла в руки. Я очень долго, девчат, не вязала. Тут крючок в руки взяла. Вяжем. 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем. Далее вяжем с вами. Сейчас будет очень интересно, да? Итак, 3 столбика в одну петлю. 1, сюда же, 2, сюда же, 3. Еще раз в следующий столбик точно так же. 1, сюда же, 2 и сюда же, 3. Теперь мы вяжем 1 столбик. Повторяем это еще раз. В петлю 3 столбика вывязываем. 1, 2, 3. Следующий столбик также. 1, 2 и еще 1. Значит, мы вывязали из одного столбика 3. И у нас еще остается это до конца ряда, да, по этой стенке остается у нас еще 1 столбик. Так, у нас с вами 14 столбиков. Следующий ряд. Ставьте маркер, девочки. Следующий ряд. 2 столбика. 1, 2. Потом делаем одну прибавку. Потом мы вяжем 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь мы делаем одну прибавку. И до конца ряда остается еще 4 столбика. 1, 2, 3, 4. У нас с вами 16 столбиков. Теперь, девочки, мы вяжем 2 ряда 16 столбиков. Вот, я провязала эти 2 ряда, и теперь вяжем следующий ряд, девочки. Давайте я, ладно, поставлю для вас один маркер. Не люблю я работать с маркерами, девчат, ну не знаю почему. Материте меня, делайте что хотите, ну не люблю я, они мне мешаются. Если я по схеме работаю, то я знаю, что там, где по схеме заканчивается последняя петля, значит, ряд у меня закончился, и все. Ну, иногда бывает, да, могу лопухнуться с счетом, но ничего страшного. Из каждой ситуации есть выход. Итак, мы вяжем сейчас с вами следующий ряд, да? 3 столбика. 1, 2, что у меня с голосом-то? 3. Так, теперь мы делаем прибавку. Теперь мы вяжем с вами 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь мы делаем с вами 2 убавки. 1, 2. И у нас остается еще до конца ряда 2 столбика. 1, 2. У нас сейчас с вами 15 столбиков. Далее, следующий ряд. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Делаем одну прибавку. Теперь мы вяжем 6 столбиков. 1, 2. Девочки, я считаю для себя, не для вас. 3. А то я могу сбиться и забыть. 4, 5, 6. А то, может, некоторых нервирует, что я считаю столбики, но я считаю для себя, потому что я могу сбиться и забыть. Ой, Ленка дура.
Так, делаем одну убавку. Мы провязали 6 столбиков, делаем одну убавку. Одна убавка. Что-то мне реально сегодня колбасит. Девочки, я только котлеты пожарила, одну съела, она была очень вкусная. А что-то мне так хорошо. Теперь сделали убавку, теперь вяжем 2 столбика. Раз, два. Все, конец ряда, да? Я провязала здесь, много болтаю, извините, я провязала, повторю, 4 столбика, прибавка, 6 столбиков, убавка и 2 столбика. Это был вот этот ряд, да? У нас с вами 15 столбиков. Далее вяжем 11 столбиков. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Пусть я буду лучше считать, чем много болтать, поэтому я лучше посчитаю. 11 столбиков. Теперь мы вяжем с вами одну убавочку. Одну. Так, убавили. Теперь мы вяжем с вами 2 столбика до конца ряда. У нас с вами 14 столбиков. Вяжем, пожалуйста, один ряд 14 столбиков. Так, провязала. Теперь вяжем с вами 11 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И делаем одну убавочку. И один столбик остался до конца ряда. У нас с вами 13 столбиков. Провязываем один ряд 13 столбиков. Провязали. Следующий ряд опять мы вяжем 11 столбиков и одна убавка. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И делаем, девочки, одну убавочку. Так, у нас с вами 12 столбиков. Давайте мы ее заполним так красиво, да, вот чтобы вот такая вот форма была. Такая симпатичная. В этот раз у меня какая-то вата не очень. Это я уже с подушки повытаскивала. Обычно я люблю такую жесткую вату, а тут она какая-то такая вся мягкая. Мягкая, пушистая. Дочь моя пришла, сейчас забежит сюда. Сейчас уже говорит: мама. А я такая использовала момент, пока она пошла на детскую площадку. Думаю, быстро сейчас сяду и повяжу. Девочки, 3 часа дня. Я обычно по ночам это делаю, когда все спят, чтобы меня не трогали. Но сегодня мне так охота поспать. Девчата, вы не представляете, как я хочу поспать. Шампусика жахну и спать пойду. Поэтому я сегодня днем вяжу, пока у меня есть время. Так, провязали, да, у нас сейчас 12 столбиков. Так, и мы теперь с вами вяжем, девочки. Мы вяжем 5 рядов. 5 рядов, 12 столбиков. Девочки, смотрите, что я вам покажу сейчас. Смотрите, что я себе замутила. Я себе татуировку сделала на руке. Вот реально, девочки, ну у Ленки, у нее в башке только крючок до нитки. И пусть думают про меня, что хотят. А мне нравится. А мне так нравится. Красиво получилось. Очень. Конечно, первый раз, когда пошла сделала, мне так сделали, я прям аж чуть не плакала. Но потом мне так ее подкорректировали. Шикарно. Для меня это тоже искусство. И, кстати, она у меня не одна. У меня на теле их 3. Да? Я же всегда говорила, Ленка, она чуть-чуть обезбашенная. Ну ничего, что, живем один раз в жизни, да? Так, девочки. Что мы делаем? Что я сказала вообще? 5 рядов, 12 столбиков, да? И наполняем ее, вот реально наполняем ее до конца, да? Тут такая дырочка куриная остается, мы ее потом иголочкой затянем. Прям до конца, чтобы рука вот такая плотная была. Потому что если мы будем ее потом нитяным креплением крепить, да, чтобы она вот, ну, плотная была, не висела. Окей? Кто-то там меня опять хочет. Вяжем 5 рядов. Вот, смотрите, девчат, я провязала 5 рядов, да, вот 5 рядов провязала. Теперь мы делаем один ряд с убавкой. Мы вяжем с вами одну убавочку. Потом вяжем 3 столбика. Делаем опять одну убавочку.
и вяжем 5 столбиков. Теперь мы вяжем с вами просто 5 убавок. Заполняем хорошо ватой и делаем 5 убавок. Раз, два, три, четыре, ну и пятую. Перед тем, как пятую я сделаю, заполню еще ватой, чтобы конечек такой был тверденький. Так, чтобы все двигалось стабильно, да, никаких тут нам на полшестого не надо. Все должно быть в порядке. Так, сейчас я тебе сделаю еще одну убавочку, а потом вот эти вот последние петельки, я не знаю, здесь, девчата, у меня иголка цыганская лежит или нет, наверное, нет. Цак, цак, последнюю отрезаем. Так, потом берем цыганскую иголку и захватываем вот эти пару петелек и затягиваем. Окей? Это я в каждом видосе своем показываю. Так что вот такие вот получаются ручки. Так, далее вяжем с вами вот такую ножку. Итак, вяжем далее ноги. Для этого мы набираем с вами 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, теперь мы вяжем. В первую петельку от крючка мы делаем прибавочку. Вот сюда. Делаем одну прибавку. Теперь мы вяжем 4 столбика по цепочке. 1, 2, 3, 4. В последний столбик сюда, да, или петельку мы вяжем с вами 4 столбика. 1, 2, 3 и 4. Работа поворачивается. И провязываем теперь по этой стороне 4 столбика. Вот в самую первую сюда петельку. 1, 2, 3 и 4. И вот в эту последнюю сюда делаем прибавку. У нас с вами... Ой, сколько? Здесь не написано. Девочки, не написано, не знаю. Считаем. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 столбиков. Да, 16 столбиков. Следующий ряд. Мы делаем прибавку. Вот сюда, в первую вот сюда петельку делаем одну прибавочку. Теперь мы вяжем с вами 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Провязали. Теперь мы вяжем вот в следующую петлю 3 столбика. Вот сюда 3 столбика. 1, 2 и сюда же 3. Теперь провязываем с вами 2 столбика. 1 и в следующий 2. Вот. В следующий мы опять также провязываем 3 столбика в одну. 1, сюда же 2 и сюда же 3. Вот, мы повернулись. Теперь мы провязываем с вами 5 столбиков. 2, 3, 4, 5. И в конце остается одна прибавка.
У нас с вами теперь стоит 22 столбика. Следующий ряд мы вяжем с вами 3 столбика в одну петлю. Вот прямо здесь на пяточке вывязываем 3 столбика в одну. Один, сюда же второй, сюда же третий. Провязали. И теперь мы вяжем с вами 7 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Теперь мы вяжем с вами 3 столбика в одну петлю. 3 столбика. Опять здесь же на стороне вяжем. Один, сюда же, второй, сюда же, третий. Теперь мы вяжем с вами 4 столбика. Раз, два, три, 4. И в следующий столбик мы также опять вяжем 3 столбика. Раз, сюда же, 2, сюда же, 3. Повернулись и провязываем теперь с вами 8 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. У нас с вами, девчат, 28 столбиков. Вот, здесь у нас ряд закончился. У нас 28 столбиков, и мы вяжем сейчас без изменения 2 ряда 28 столбиков. 2 ряда. Вот мы провязали 2 ряда. Теперь следующий ряд мы вяжем. Мы делаем здесь сбоку одну убавочку. Одна убавка. И провязываем до конца ряда 26 столбиков. Провязали. Следующий ряд. Мы с вами вяжем 8 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь мы делаем 6 убавок. Одна убавка, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Далее мы вяжем с вами 7 столбиков до конца ряда. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Следующий ряд мы вяжем с вами 7 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И теперь мы вяжем с вами 4 убавки. Раз, два, три, 4. До конца ряда у нас остается 6 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6. У нас с вами 17 столбиков. Следующий ряд. Вяжем 7 столбиков. Три, 4, 5, 6, 7. Теперь вяжем 2 убавки. Одна. И вторая. И до конца ряда остается 6 столбиков. 3, 4, 5, 6. У нас с вами 14 столбиков. Теперь мы должны вязать 7 рядов 14 столбиков. Мы набиваем ножку, посмотрите, как она красиво получается. Набиваем ножку ватой и провязываем с вами 7 рядов наверх 14 столбиков. Итак, девочки, провязала я эти ряды наверх, и теперь мы делаем один ряд с убавками. Мы провязываем сперва 3 столбика. Раз, два, 3. И делаем с вами 2 убавки.
Знаете, я не знаю почему. Может быть, я сдвинулась, да? Но почему-то 2 убавки у меня здесь сбоку получается. Я не хочу их сбоку делать, я хочу их здесь сделать. Давайте мы перейдем на начало. На начало пройдем сюда. И сделаем здесь спереди 2 убавки. Так. Раз. И 2. И там остается до конца ряда еще 7 столбиков. Но 7 столбиков у нас не будет, потому что мы сейчас сдвинулись, да? Просто вяжем до конца ряда еще. Сколько тут остается? Так, провязываем. Ну, я бы сказала, вот до сюда, где я и стояла. Вот, заполняем ватой. И теперь мы просто закрываем и все. Поэтому здесь никто ничего, никакой ошибки не сделает. Просто сейчас ножку закрываем. Мы делаем просто убавки. И все. Так. 2 петельки вместе. И так весь ряд. 2, 3, 4, 5 и 6. Отрываем подлиннее. И потом также цыганской иголкой остатки вот этих петелек мы стягиваем, девочки. И все. Я вам потом покажу, да? Сейчас мы все навяжем, а потом уже, когда будем эти ножки крепить к телу, я вам покажу. Хотя я в каждом видео это показываю просто. Некоторые прям до конца убавляют, да, берут тоненький крючок и до конца убавляют. Но у меня получается всегда такая пипка здесь, но это так некрасиво. Поэтому мне нравится всегда стягивать это. Хоть это может еще дополнительная работа, брать иголку, надевать, затягивать. Но, девочки, оно того стоит. Не ленитесь. Вот такие получаются у нас такие ножички. Если я их еще вот здесь завяжу, да, или затяну, и все будет суперски прям. Что у меня одна длиннее другой, что ли? Ну не может быть такого. Нет, не может быть, Ленка, ты что? Не, все ровно, просто это я вытянула так я. Так, девчата, мы почти все сделали. Хвост остался. Хвост такой, знаете, маленькая пипочка там. Ладно, я свяжу по схемке. Мне почему-то кажется, что хвостик немножко маленький. Я бы вот, если честно, ну вот такой совсем пипка он получается. Если вы хотите, сделайте побольше. Но я сделаю как по схемке. Ладно. Вяжем хвостик, чтобы уже всю эту мелочь сделать. Берем колечко амигуруми и вывязываем с вами 6 столбиков в кольцо. Босс пришел. Стелла там с другом. Мутит что-то там. Ее в каждом моем видео слышно. То что-то упадет, что-то разобьется. Боже ты мой. Так, 6 столбиков, девочки. Делаем теперь 6 прибавок. 6 прибавок. Раз. Два. О, бедные мои двери, а. 4. 5. Я теперь, девочки, и 6, да? Я теперь понимаю, как отец орал всегда на нас, когда мы были салагами, и когда мы дверью хлопнем. А такие крики, твою мать! Кто так дверями хлопает? Я думаю, чё себя как потерпевший орёт, господи, но она сама так закрылась. Потянула вон сквозняк, и все, теперь мои-то хлопают, я их убить готова. Такая одна дверь, блин, 1000 евро стоит в Германии, да, входная. Попробуй вот так вот. Они этой дверью. Я говорю, моим детям юрту нужно. Я не то отвечаю, юрту им надо. Я говорю, блин, кошмар. Короче, что, опять ушла от темы, да? Смотрите, девчат, теперь вот у автора так, что она теперь просто закрывает 6 раз и все. Но я своим медвежатам эти пипки на один ряд увеличила. Я захотела провязать один ряд 12 столбиков. Просто провяжем, а потом делаем 6 убавок. Немножко ваты туда, чтобы он так выделялся сексуально сзади. И закрываем. Да? Так. Сюда мы тебя спрячем. И здесь, знаете, я здесь так полностью за петельки делаю, потому что все равно этого хвоста не видно.
А сейчас, пока эти передние петельки повытягиваю при убавке, я вынесу весь мозг себе и вам, и YouTube, и меня заблокируют нафиг. Короче, просто убавляем. И все. Оставляю подлиннее, я ей пришью этот хвостик. Берем немножко ваты. Девочки, у меня душа хочет праздника. У нее не было, у моей души уже 2,5 года праздника. Одни проблемы. Она, если честно, сказала: Ленка, выпусти меня на волю. А мы же как в зоне здесь. Германия, блин. Вы тоже, наверное, там все как в зоне, да? Как я хочу в бассейн, как я хочу в сауну, девочки. Детей в бассейн, они же как крысы, их выпустишь, и нету их. А ты сидишь и тащишься. А что я делаю в бассейне? Вяжу. Я беру с собой пряжу, залезу в короб и вяжу, девочки. Ну нет, сперва я пару кругов пройду, так для спины мне тоже это хорошо. А потом вяжу. А они купаются, это такой кайф вообще. Сейчас бы, если честно, если бы бассейны бы у нас открыли, я бы не вязала бы, я бы купалась. Я бы купалась, я бы расслабилась, я так усталая. Вы да вы все уже, вы все такие уставшие, как и я могу представить. Только нервные и уставшие вяжут с Ленкой Янсер на канале. Я это так поняла. Так, девочки, все. Меньше разговора. Ленка, много ты опять балаболишь. Одни это любят, одни это нет. Одни думают: господи, закроешь ты ж свой рот. Ага, наконец-то. А ни хрена. Не закрою. Сегодня у меня такое хорошее настроение. Что-то. Ой, буду завтра плакать опять. Так, девочки, вяжем тело. Плакать не будем, не принимаю. Плакать не принимаю на завтра вообще. Завтра выходные, завтра всех детей на улицу и будем чистить огород. У меня вон, где гараж, карпот, там все заросло. Там из камня уже гербарий у меня растет. Все будем чистить. Так, извините, да, но вырвалась на волю Ленка, и я не могу, чтобы не поболтать. Девочки, вяжем туловище. Оно выглядит вот такой вот грушей. И здесь мы потом вставляем сустав. Окей? У кого нету сустава, не вставляем. Просто вяжем отдельно голову и пришиваем. Окей? Я буду вставлять сустав. И все, и Мишка почти готов, девчат. Я еще сегодня успею видео выставить. Это ж так круто. А то у меня там YouTube заскучал. Люди уже не пишут. Мне думают: куда Ленка пропала? А Ленка как робот-машина, бля. Это тут я с вами такая веселая, мягкая, пушистая. Дома, девочки, я другая. Совсем. Дома я совсем другая. Сейчас только камеру выключу и буду всем мозг выносить. Так, вяжем, короче, колечко амигуруми. Вывязываем с вами 6 столбиков. Блин, что мне там палец что-то закручивается. 1, 2, 3, 5 и 6. Затягиваем. Меня нету. Вяжем теперь 6 прибавок. 1, 2. Сейчас еще раз позвонит. Постыла. 3, 4, 5 и 6. Девочки, она мне сейчас дверь снесет. Пойду я пущу ребенка. Итак, девочки, сделали 6 прибавок. Да, у нас сейчас 12 столбиков. Теперь мы будем с вами делать только прибавление. Как всегда, вот тело у нас начинается с прибавления. Да? Это значит, что мы будем прибавлять с вами до 48 столбиков. Это значит, последний ряд у нас будет 6 столбиков прибавка. И так 6 раз. Начинаем делать... Ой, котлетку одну заживала, так вкусно. Начинаем делать 1 столбик, 1 прибавка. 1 столбик, 1 прибавка. И так мы вяжем весь ряд, да? Столбик, прибавка. Так, ладно, я провяжу сейчас с вами один ряд. Столбик, прибавка, столбик, прибавка. И еще так
потому что так хорошо. Столбики, прибавка. Так, вот у нас закончился ряд. Следующий ряд мы вяжем с вами 2 столбика, прибавка. Мы каждый ряд 1 петля больше, да? Вот. Следующий ряд вяжется 2 столбика. Раз, 2 и прибавка. Там, где прибавка, там прям видно, девочки, эту петельку. Она как галочка такая. Вот для тех, кто только начинает со мной тут вязать, я вообще не учитель для начинающих, сразу говорю. Я даже у себя в инфобоксе сверху на канале написала, что канал не для начинающих, потому что мне очень много претензий тут предъявляют, как я объясняю для начинающих. Начинающие должны научиться. Ой, извините, вкусно было. Начинающие должны научиться сперва вязать крючком. А потом приходите ко мне, я вам очень рада, девочки, очень. Итак, столбик, столбик. И там, где прибавка, прям такая галочка торчит. Вот видите, вот в галочку туда. Это прибавочка. Столбик, столбик. И вот она галочка. И в нее мы 2 раза. И так повторяем весь ряд. Столбик, столбик и прибавка. Так, вяжем так до конца ряда. Теперь вы можете себе представить, если я вот так вот буду объяснять: столбик, столбик и галочка для начинающих. Они подумают, что у меня крыша крыша едет. Я не умею объяснять для начинающих. Если бы мне сейчас предложили день в школе преподавать, да я бы с ума сошла, я убью нафиг детей. Мне нельзя, мне вообще нельзя детей, это самое. У меня нервов не хватит. Вот. Меня никто никогда не учил, я сама училась. Я смотрела, как у меня папка вязал, и повторяла. Он меня учил. Но почему-то вот что-что, но терпение у меня всегда, девочки, было хорошо. И до сих пор. Я могу игрушку 10 раз распустить, и у меня нету психов. Да? Но если я что-то другое делаю, да, и у меня не получается с первого раза, то все, убью нафиг всех. А вот вязание, вот мое, да, вот мое. Следующий ряд. Вы видите, аналогично. 3 столбика прибавка, и так 6 раз. Следующий ряд. 4 столбика прибавка, и так 6 раз. Короче, мы делаем с вами прибавки до тех пор, пока не провязали 6 столбиков прибавка, и так 6 раз. У нас с вами будет 48 столбиков, и потом мы провязываем 8 рядов. 8, без изменений. 48 столбиков. Окей? А я сейчас возьму, сделаю кофе, пойду на улицу и буду вязать эту часть. И думать о всех вас. И вас благодарить за то, что вы у меня есть. Я вас всех очень люблю. Спасибо, девочки. Все, я пошла. Итак, девочки, посмотрите, провязала я эти прибавки и провязала 8 рядов наверх. Теперь мы будем с вами вязать убавки. Провязываем сперва 11 столбиков. Провязали. И теперь мы вяжем с вами одну убавку. Теперь провязываем 6 столбиков убавка, и так 3 раза. Раз, 2, 3, 4, 5, 6 и убавка. Это 1 раз. И также еще 2 раза. Раз, 2, 3, 4, 5, 6 и убавка. И последний раз. Раз, 2, 3, 4, 5, 6 и убавка. Провязали. И теперь у нас до конца ряда еще остается 11 столбиков. Провязываем 11 столбиков, и у нас с вами будет 44 столбика. Так, провязала. Следующий ряд. Мы вяжем 7 столбиков. 4, 5, 6, 7. И теперь вяжем одну убавку. Затем мы вяжем с вами 5 столбиков убавка, и так 4 раза. Раз, 2, 3, 4, 5 и 1 убавка. Так еще 3 раза.
Раз, два, три, 4, 5 и одна убавка. Ну и так еще делаем 2 раза. 5 столбиков, убавка, 5 столбиков, убавка. Провязали, и до конца ряда у нас с вами остается еще 7 столбиков. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. У нас с вами 39 столбиков. Следующий ряд. Ой, как хорошо идет, да. Вяжем 2 столбика. Раз, два. Теперь мы вяжем с вами одну убавку. Потом провязываем 12 столбиков. Провязываем 12 столбиков. Провязали эти 12 столбиков. Потом мы делаем опять одну убавку. Потом 4 столбика. Теперь опять одну убавку. Теперь мы провязываем с вами 11 столбиков. Провязали и делаем одну убавку. И до конца ряда остается у нас еще 2 столбика. У нас все вместе сейчас на данный момент 35 столбиков. Следующий ряд. Провязываем 9 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Теперь мы делаем одну убавку. Теперь провязываем 13 столбиков. Провязали. И теперь мы делаем одну убавочку. И провязываем еще 9 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас с вами 33 столбика. Теперь мы должны провязать один ряд без изменений, 33 столбика. У меня здесь сзади кошка лежит на моей кровати и храпит. Я не знаю, слышите, нет? Она и во сне и бегает, и храпит, и кричит, и пердит, девочки. Это ужасно просто. Я когда здесь видео делаю, она всегда ко мне приходит, лежит сзади меня, и такие делает всякие гроши. Думаешь, боже ты мой. Она мне уже 11 лет ей. Я ее очень люблю, она у нас такая страшненькая. Но любимая. Вот. И она вот всегда, если я делаю видосы, она всегда рядом со мной. Если я спать ложусь в кровати, всегда вижу, она всегда у моих ног. Я иногда ночью просыпаюсь и чувствую, что прям такое давление на грудь, а она на мне лежит и на меня смотрит. Вот она очень чувствительная. Еще я заметила, что если она чувствует, что мне херово, она всегда рядом. Она всегда рядом ляжет, начинает мурлыкать, мурлыкать. Я говорю, да, Лиза, господи, твое мурлыканье нифига не успокаивает мои нервы. Она еще сильнее мурлычет, понимаете, как будто понимает. Такая кошка классная вообще. У них 2, а второй Яша там производитель, блин. Я вот все думаю, кто бы его украл? Знаете, вот честное слово, украл бы его кто-нибудь. Он мне, блин, все клумбы засрал на улице. В Германии такого не делается. В Германии кошары интеллигентные, а они ходят в туалет, в песок. А у нас свой дом, он выходит на улицу и срет в мои клумбы с цветами, с хортензиями. Они у меня уже не цветут. Я говорю, Яша, блин, я тебя кастрирую, понял? Ну, я его кастрировала уже, но не до конца, походу, блин. Честное слово, потому сижу, думаю, ну хоть бы его кто-нибудь украл. Ну он такой красавчик, ну он такой все. Вот хорошая семья украли бы его, я бы с удовольствием бы. А он любит только мою старшую дочку, он наверху. Если она ночью, извините, я, девчат, не могу не рассказать. Если она ночью спит, она двери закроет, он сядет и орет до последнего, орет. Блин, а он чисто белый, и если он пойдет на улицу, куда-нибудь в какую-нибудь грядку, да, он приходит с черными лапами. Я его убить готова. Я потом за ним бегаю, пылесосю, и он к ней хочет наверх туда, к совке, в кровать. И попробуй дверь не открой. Он будет орать до последнего. И вот утром он всегда рядом с ней. Думаю, свинья такой вообще.
типичный мужик. Извините, я надеюсь, немного... Ой, опять меня хотят. Опять меня хотят. Мама. Ладно, девочки, короче, провязываем один ряд без изменений 33 столбика. Итак, девочки, провязала я один ряд 33 столбика. Набивайте, пожалуйста, ватой, да, или заполняйте, или набивайте, там, как вам удобнее. Дальше. Мы сейчас будем далее делать опять убавки, да. Провязываем сперва 11 столбиков. Провязали, и теперь мы делаем одну убавку. Потом у нас идет 3 столбика убавка, и так 2 раза. Раз, два, 3, убавка. Раз, два, 3, убавка. Далее мы вяжем с вами 10 столбиков до конца ряда. 10 столбиков, и тогда у нас с вами будет 30 столбиков. Вот я провязала. У нас сейчас 30 столбиков, и мы должны провязать один ряд без изменения 30 столбиков и заполним ватой. Вот, девочки, я заполнила ватой и провязала один ряд без изменений 30 столбиков. Вяжем следующий ряд. Провязываем сперва 4 столбика. Раз, два, 3, 4. И теперь мы делаем одну убавку. Потом провязываем с вами 19 столбиков. Провязали. Теперь делаем одну убавку. И до конца ряда остается еще 3 столбика. У нас с вами сейчас 28 столбиков, и мы провязываем один ряд без изменения 28 столбиков. Провязали этот ряд без изменений, и теперь мы провязываем с вами 11 столбиков. Потом провязываем одну убавку. Потом у нас идут 4 столбика. 2, 3, 4. Теперь опять идет одна убавка. И потом до конца ряда 9 столбиков. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. У нас с вами, девочки, 26 столбиков. Должно быть. Сейчас я посчитаю. Да, у нас с вами 26 столбиков. Все правильно. Далее. Следующий ряд мы делаем одну убавку. Потом провязываем с вами 11 столбиков. 11. Провязали. Теперь делаем опять одну убавку. И до конца ряда остается 11 столбиков. 11. И у нас будет все вместе 24 столбика. Да? Сейчас вот сделали убавку и провязываем еще 11 столбиков. Следующий ряд. Это последний ряд с убавками. Мы сейчас провязываем с вами 4 столбика убавка и так 4 раза. Это значит 4 столбика убавка, 4 столбика убавка, 4 столбика убавка еще раз. Да? Это получается у нас потом с вами 20 столбиков. И один ряд без изменения 20 столбиков. И все. Повторяю. Один ряд 4 столбика убавка и так 4 раза. И один ряд без изменений 20 столбиков. На этом у нас тело готово. Мы заполняем его хорошо ватой. Там, где мы впереди делали убавки, это будет животик у нас. А я потом посмотрю, какой сустав я сюда по размеру подберу. Окей, довязываем эти два ряда и заполняем. Итак, девчат, смотрите, вот я заполнила тушку. Обратите внимание, да, вот эта вот сторона, где в основном мы 11 и 12 столбиков вязали, она должна быть ровная, это спина.
Вот здесь выгиб такой, это должен быть, или изгиб такой, он должен быть для животика. Так, есть суставы пластиковые, которые я в основном люблю, они цак-цак, закрыл и все. Есть вот такие деревянные. В каком-то видео, я сейчас не поняла, ой, не поняла, не помню, в каком видео я показывала, я их первый раз купила и решила попробовать. И я, можно сказать, вот этим вот ножкам только ножки раздвинула, а их, оказывается, закручивать надо, девочки. Мне потом здесь видео все писали, комментарии, спасибо вам за это, потому что я ни разу ими не пользовалась, не знаю, но хочу попробовать этот сустав взять. Не знаю, как он будет держаться, я, так как вы мне сказали, Лена, не раздвигай ноги, а закручивай. Вот так я буду вашему совету и идти. Итак, вот эти вот шайбочки, они у меня 4,5 сантиметра. Как я понимаю, идут вот эти все детальки. Я так думаю, что, наверное, одна деталь обязательно должна здесь снизу ложиться. Ну, у меня такое ощущение. Может быть, я делаю это неправильно, потому что там, где продают, они ничего не говорят. Им лишь бы продать. Вот. Я думаю, что вот так я это сделаю. Ну, по моей так вот интуиции далее. Ложим сюда. Вот так. И будем теперь это все хозяйство закрывать. Потом, я думаю, мне так кажется, это прокалывается через голову, одевается в голове другая шайба, потом ложится, я думаю, вот это наверх, и потом нужно эти ноги закручивать. Их нужно хорошо раздвинуть, наверное, и закрутить. Блин, ну это такой геморрой. Смогу я так закрутить, как я хочу? Ну, попробую, короче. Я хочу рискнуть. Ну, что у меня их столько лежит, и я не знаю теперь, что с ними делать. Но это не мой случай, если честно, да. Я больше их заказывать не буду. Надо как-то немчикам сплавить, пусть у меня их все скупят. И все, я их больше не буду покупать. Короче, так, положила я этот сустав. Я надеюсь, что я не буду распускать, у меня все получится. Теперь я буду просто убирать. Убирать я здесь буду, ну, не за обе стеночки, а как мне удобнее, за две. И все. Я буду просто закрывать. Это если вдруг кто-то использует суставы. Если вы не используете, то оставите, пожалуйста, для пришивания головы. Так. Сейчас что-нибудь сделаем. У меня все те медвежата на пластиковых суставах. Они просто один на другой отделка. Глазки защемил, и все, и она 100% держится. Этот реально надо закручивать, а не раздвигать. Господи, нам, женщинам, лишь бы, блин, раздвинуть. Ой, Ленка, закрой свой рот лучше, иначе сейчас вот попрут комментарии. Дайте поржать, а. Не ругайтесь, я знаю, что основная публика не отреагирует так, как, может, некоторые. Так, ладно, молчу. Молчу. Меня иногда и мама прослушивает. Для мамы я и в 40 лет. Еще девочка маленькая, как она мне сказала. Будешь мне еще указывать. Так она мне говорит. Ты еще, говорит, ребенок для меня. Ага. Ой, молчу. Так, короче, сейчас я, девочки, цыганская иголка, это хозяйство закрою. Так, берем цыганскую иголку. Еще бы видеть хорошо. Я вообще забыла, когда очки носила. Так, и теперь просто вот за передние петельки мы так соберем. Точно так же мы закрываем и на ножках, да? Просто закроем эту куриную попку. И все. Ну так, чтобы еще эти ножки торчали. А то я сейчас тут закрою. Так, узелки. И куда-нибудь ее туда. И куда-нибудь ее сюда. Потом отрежем. Так, девочки, ну с Богом, да? Я так хочу, чтобы я смогла это закрутить, эту голову. Но если не закручу, то вы представляете, все заново мне распускать. Я буду очень злая. В прошлый раз не получилось, я сказала, я их трогать больше не буду. Это не мое. Ну, посмотрим. Короче, с ножкой мы делаем точно так же, да? Я вам сейчас покажу, раз у меня уже это все здесь. Лиза,
Будь здорова. Чихает красота моя сзади. Берем. У тебя тоже, что ли, корона? А? Закрываем. Затягиваем. Что-то меня немножко опять колбасит. Вроде бы только что чай попила с куха. Все равно. Так, все. Вот так вот закрываем все ручки и ножки. Окей? Ой, девочки, только голова осталась, и все. Еще только голова, и все. Неужели я сегодня даже видео выставлю? Время 5 часов. Представляете? Ну, как хорошо мы работаем-то, а? Вы, наверное, сейчас, время у вас, наверное, сейчас 2 часа ночи, да, вы спать хотите, но крючок не отстает. Крючок — это такая вещь. Так, вяжем голову. Вот эти вот красотульку. Будем вязать мордашку. Это все вывязывается в одно, да? Девочки, у меня еще 2 лисички есть. Такие красивые будут. Все будет. Отпуск скоро будет. У меня с 5 июля отпуск. Ой, навяжу. Я надеюсь, детей заберут хотя бы на недельку. Чтобы я хату свою тут очистила и навязала вам видосов. Чтобы мне бы в отпуск бы кто-нибудь свозил куда-нибудь. Хоть в Африку, мне все равно. Лишь бы отсюда подальше. Так, ладно, все, хватит, вяжем голову. Итак, девчат, для головы я взяла кремовую пряжу. Я не стала брать голубую. О, господи. Я не стала брать чисто белую. Почему тут голубая, я вообще не пойму. Не стала брать чисто белую, а хочу кремовую. 308 номер, да? Все так же 5 крючком. Это все Himalaya Baby. Все данные напишу под видео. Начинаем с вами вязать из колечка амигуруми. И 6 столбиков вывязываем. Раз, два, 3, 4, 5 и 6. Что-то у меня кошка здесь моется. Лиза, что у тебя за проблема? Ладно. Короче, затягиваем, да? Далее мы вяжем 6 прибавок. Какие носики размером, еще, девочки, не знаю. Я бы так хотела бы ему зеленый нос туда посадить. Прям в цвет, чтобы было, да? Делаем 6 прибавок. Но у меня нету. Голубые есть, коричневые, красные, розовые, желтые, даже фиолетовые, а зеленого нету. Хотелось бы такой салата. Так, 6. Да что такое? 6 прибавок. Далее вяжем. Так. Провязываем 2 столбика. Сейчас будет немножко по-другому, да? Я сейчас вот сюда поставлю маркер для вас. Здесь немножко не так уж и здесь комплицировано, так, чуть-чуть. Раз, 2. Теперь мы вяжем 3 столбика в одну петлю. 1, в эту же 2 и в эту же 3. В следующий столбик точно так же. 1, в эту же 2 и в этот же столбик 3. Далее мы вяжем 4 столбика без накида. Раз, 2, 3, 4. Здесь получается такие немножко петли вытянутые. Мне это не очень нравится, но здесь тяжело вытянуть 3 из одной. Поэтому они не все равномерные иногда получаются. Так, сейчас я чуть-чуть размотаю, а то мне это бесит уже. Далее повторяем еще раз. Да? Это значит, теперь в следующий столбик мы вяжем также 3 столбика. Раз, 2, 3. И еще раз. Раз, 2 и 3. И остается у нас еще 2 столбика. Раз, 2. У нас с вами, девочки, я смотрю, 20 столбиков.
Следующий ряд. Мы вяжем 4 столбика. Раз, два, три, 4. И теперь здесь мы делаем 3 прибавки. 1 столбик, 1 прибавка. В следующий столбик 1 прибавка. И еще 1 прибавка. Потом мы вяжем с вами 7 столбиков. Раз, два, что-то закручивается так. 3, 4, 5, 6, 7. И также на этой стороне мы делаем 3 прибавки. 1 прибавка, 2 прибавка и 3 прибавка. Так, что там еще стоит? Подождите меня посмотреть. Остается до конца ряда 3 столбика. Раз, два, 3. У нас сейчас с вами 26 столбиков. И мы должны провязать 2 ряда без изменения 26 столбиков. Девочки, вот я провязала 2 ряда. Последнюю петельку я не до конца довязываю, потому что сейчас мы будем делать смену нити. Последнюю 26-ю, да, мы ее так вот провязываем. Берем теперь зеленую, или там, какая у вас там по цвету. И протягиваем до конца, это последняя петля, да, смена нити. И провязываем с вами 10 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Теперь будем делать прибавки. Мы сейчас будем делать 7 прибавок из полустолбиков с накидом. Делаем накид, вводим в петлю, выводим нить и вот эти 3 провязываем за раз. Это 1 петля, 1 полустолбик с накидом. В эту же петлю точно так же. Это прибавка, значит. Вот. Это 1 прибавка из полустолбиков с накидом. Накид в следующую вводим и 3 петли за раз. Еще раз. Накид, 3 петли за раз. Это вот 2 прибавки из полустолбиков с накидом. Итак, 7 раз. 2 провязали, еще 5. 3. 4. 5. 6. 7. Далее у нас остается 9 столбиков без накида до конца ряда. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9. У нас с вами 33 столбика. Следующий ряд. Вяжем 1 прибавку. Потом мы провязываем с вами 7 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Далее мы вяжем 1 прибавку. Потом мы вяжем с вами 1 столбик. Ой, девочки, здесь только написано, и мне лишь бы не спиться. Потом мы вяжем с вами 2 полустолбика с накидом. Накид вводим в петлю, провязываем 1 полустолбик. Следующий столбик также еще 1 полустолбик. Да?
Далее мы вяжем с вами одну прибавку из полустолбика с накидом и один полустолбик с накидом. И так 6 раз. Поняли? Короче, вяжем 6 раз. Одна прибавка из полустолбика с накидом и один полустолбик с накидом. Окей? Подождите, я сейчас здесь поставлю что-нибудь такое, чтобы я не сбилась. Так, сейчас какую-нибудь иголочку, чтобы я знала, в какой ряд я сейчас тут иду. Вот так. Короче, вяжем. Я вас не брошу, девочки, я с вами. Делаем накид и вяжем в следующую петлю одну прибавку из полустолбика с накидом. Это один полустолбик с накидом и в эту же еще один. В следующую петлю мы вяжем просто один полустолбик с накидом. Вот, это было один раз. Так нам нужно с вами провязать 6 раз. Накид, в следующую петлю мы делаем прибавку. И в следующую петлю просто полустолбик с накидом. Так, это было 2 раза, да, чтобы не забыться. В следующую петлю прибавку из полустолбика с накидом. И следующую петлю просто полустолбик с накидом. Это 3. Прибавка. И просто. Это 4. Прибавка. И просто это 5. Еще один раз. Девочки, самое главное, очень аккуратно, ровно вытягивать петли, чтобы они потом, где глаза, не прыгали вот так. У меня такое бывает, что иногда прыгает, вот как тут, например, чуть-чуть. Но здесь вроде бы все аккуратненько получается, потому что это вытянутые слегка петли, они немножко длиннее, чем вот эти, и они очень сильно выделяются, если их неаккуратно вязать. Так, последнее, что еще осталось, одна прибавка. И один полустолбик. Вот, мы провязали это сейчас 6 раз. Далее мы вяжем один полустолбик с накидом. Да? В следующую петлю мы вяжем один столбик без накида, просто без накида. Потом мы вяжем просто одну прибавочку. Потом мы вяжем 6 столбиков. Девочки, я надеюсь, вы все усекли. 2, 3, 4, 5 и 6. Так, у нас должно быть с вами... Сейчас лысину почешу. Я же сама что-то тут это самое, аж вспотела, блин. Так, 42 столбика. Так, иголочку вниз подтянем. А то я сейчас тут вам надиктую, блин. Так, давайте посчитаем 42 столбика. Ой, как весело. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42. Ленка молодец. Ленка молодец. Ух, в этот раз не напахнулась. Ох, с петлями не люблю я их считать, девочки. От вас же ничего не скроешь. Вы же все знаете, вы же все видите. Блин, вы же потом мне все пишете, а? Приходится быть очень четкой. Так, следующий ряд, девчат. Тут чуть-чуть осталось. Ну, чуть-чуть еще я вам мозги попарю здесь. Но зато красиво. Вяжем один столбик. Далее прибавка. Далее 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее вяжем одну прибавку. Потом вяжем опять 7 столбиков. 1, 2. Ну, это было 3, 4, 5, 6. Тяжеловато вязать. 7.
Далее мы вяжем с вами прибавку. Потом вяжем 4 столбика. Раз, два, три, 4. Потом вяжем одну прибавку. Потом вяжем опять 4 столбика. Потом опять одна прибавка. Потом вяжем с вами 8 столбиков. 2. Блин, даже не поболтаешь, концентрация нужна. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Потом у нас, девочки, будет одна прибавка. И потом у нас 5 столбиков. 2, 3, 4, 5. Ура! У нас с вами 48 столбиков. Кстати, девочки, это нормально, когда у ребенка маленького впереди 2 зуба выпало? Вот у меня у Стелки выпали 2 зуба, и она картавить стала. Она прям реально картавит. Я даже так сказать не могу, как она говорит. Вы знаете, а мне так нравится, я так люблю, когда люди картавят, особенно когда мужчины картавят. Вообще, мне кажется, это так сексуально. И она, как-то она говорит так классно, я даже не могу объяснить. И надо как-то записать ее, чтобы она это... Она иногда бывает приходит сюда, что-нибудь ляпнет, и я скажи что-нибудь на «Р», да? Она так смешно говорит. Мне кажется, что это у нее... Он резко, вот буквально 2 передних зуба. Вот. Ну ты можешь шепелявить, когда у тебя 2 зуба впереди нет. Там, не Щучинска, а Сучинска, например, да? А она прям, она картавит у нас труба. Стелка. Я говорю, мне нравится Стелка. Ой, девочки, ухожу от темы, постоянно ухожу, не могу себя контролировать. Так, 48 столбиков. Следующий ряд. Следующий ряд. Ну, сейчас будет попроще. Так, вяжем 15 столбиков. Вот, я провязала 15 столбиков, и теперь мы вяжем с вами прибавка 6 столбиков, и так 4 раза. Одна прибавка и 6 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Опять. Да что ты хочешь-то? Прибавка. И 6 столбиков. Раз, два, 3, 4, 5, 6. Это было 2 раза, да, девочки? 2, по-моему. Да. Теперь опять прибавка. И 6 столбиков. 3, 4, 5, 6. И последний раз. Делаем прибавку. И 6 столбиков. 3, 4, 5, 6. Дальше идет по схеме 5 столбиков до конца ряда. 5 столбиков. Раз, два, 3, 4 и 5. У нас с вами 52 столбика.